Здорово! И не задумывались ли вы, почему Рик так ненавидит путешествия во времени? Я знала, что он работал над телепортацией, но разве это не путешествие во времени? Ой, папа не любит путешествия во времени. Этот гениальный ученый, который изобрел межпространственную пушку, которая может телепортировать тебя в любую часть галактики, потерял свою жену еще в далеком прошлом, потратил почти всю свою жизнь на поиски того, кто в этом виноват. За 7 сезонов нам показали, как же он по ней скучает и как же он хотел ее вернуть. Но в 5-й серии 7-го сезона нам показали, что это невозможно, ведь ее стерли из всех реальностей, которые когда-либо существовали или появятся. Сразу возникает вопрос, почему же человек, который мог поставить жизнь на то, чтобы отомстить за свою жену, настолько презирает путешествия во времени, что даже не пытается спасти свою жену или изменить ход событий? Так почему же Рик ненавидит путешествия во времени? И почему, даже имея машину времени, Рик не смог бы вернуть свою жену? Хотел бы высказать свою теорию в этом ролике. Также, если тебе понравится этот видос, хотел бы попросить тебя подписаться на мой телеграм-канал, там я общаюсь с подписчиками. Начнем с того, что у Рика в гараже есть коробка, которая называется «Хлам для путешествия во времени», что еще раз нам доказывает, что Рик не любит путешествия во времени. Но так как у него есть эта коробка, мы можем предположить, что он пытался переместиться в прошлое, или же он где-то это украл. Но в любом случае, эти материалы стали для него уже бесполезны. Либо потому, что ученый сам догадался, что это ему не поможет, либо потому, что он попробовал, и у него ничего не получилось. Вообще, если говорить про весь мультсериал в общем, а не только про его сюжет, то вы наверняка знаете, что Рик и Морти — это всего лишь пародия на фильм «Назад в будущее». По крайней мере, изначально он этим и являлся. Тем самым авторы могли просто так постебаться, что Рик ненавидит путешествия во времени и никогда не будет им пользоваться только потому, что он является пародией на фильм про путешествия во времени. Если вы не так давно смотрели все серии, или же пересматривали их, то вы наверняка знаете, что в одной из серий Рик все-таки переместился в прошлое. Это было в 5-й серии 4-го сезона. Там, из-за того, что Морти по своей тупости вмешался в жизнь целой цивилизации змей, они изобрели путешествие во времени для того, чтобы ему отомстить. Рик, для того, чтобы это исправить, сам изобрел машину времени и подкинул в их мир инструкцию для создания машины времени. Еще раньше, чем Морти вмешался в их жизнь. Таким образом, змеи сами себя уничтожили. Но все еще остается вопрос, почему же Рик не использовал путешествие во времени для того, чтобы спасти свою жену или же отомстить Рику Прайму? Напомню вам про таких персонажей, как копы времени. Они устраняют все неполадки со временем или возникшие дыры. Они могут манипулировать со временем, а также являются бессмертными. Но не это стало причиной ненависти Рика к самой концепции путешествия во времени. Как я уже говорил ранее, скорее всего, Рик пробовал спасти свою жену, вернувшись в прошлое. У него это не получилось. Но почему же? Сейчас я постараюсь вам объяснить. Дело в том, что путешествие во времени — это всего лишь фантастика, и до конца мы не знаем, как это будет работать на самом деле. Есть такой термин, как эффект бабочки. Это значит, что если ты хоть что-то изменишь в прошлом, то будущее кардинально изменится. Но это лишь одна из концепций. Ведь есть и такие, где если ты изменил что-то в прошлом, то будущее не изменилось, а просто открылась новая ветка реальности, в которой эти события шли по-другому. И в таком случае никакого краха вселенной не будет. Но осталось лишь разобраться, к какому концепту придерживаются Рик и Морти. Так как я уже ранее упоминал 5-ю серию 4-го сезона, в которой Рик путешествовал во времени, будем отталкиваться от нее. Там Рику было влом делать самому машину времени. И там он просто решил, что как только изобретет машину времени, отдаст ее прошлому себе. Но прошлая версия Рика в свое время в будущем изобретет машину времени и также отдаст ее прошлому Рику. Таким образом, первая концепция эффекта бабочки отменяется, ведь в таком случае, когда Рик в прошлом получил машину времени, Рик в будущем бы исчез, так как будущее бы изменилось, и ему бы не пришлось изобретать машину времени, так как она у него уже была в прошлом. Но в свою же очередь, из того, что будущий Рик, который изобрел машину времени, исчез, и будущее поменялось, то машина времени, которая оказалась у прошлого Рика, не появилась бы и не оказалась бы у него. Таким образом, все бы замкнулось в круг и повторялось до бесконечности. Но мы видим, что Рик благополучно взял машину времени, и уже потом когда-нибудь в будущем изобрел, чтобы отдать ее прошлому себе. Можем сказать, что вселенная как бы разделяется на две части после того, как что-то изменяется в прошлом. Значит, если бы Рик спас свою жену или убил Рика Прайма, то по идее все бы у него вышло хорошо и гладко. Но почему же у него все-таки не вышло этого сделать? Если мы вспомним 5-ю серию 7-го сезона, то там Рик Прайм сказал, что если бы он не пришел в гараж, то тогда кто-нибудь другой бы сделал это за него. Да и так как мы придерживаемся концепции, что вселенной в Рик и Морти бесконечное множество, мы можем
предположить, что даже у самого Рика Прайма очень много версий в мультивселенной. И даже если бы Рик победил Рика Прайма еще в прошлом, когда тот только пришел в его гараж, мы не можем отменять того, что какой-то из Риков, или же из Риков Праймов, в бесконечной реальности не захотел бы уничтожить всех жен Рика только для того, чтобы показать свое превосходство. Таким образом, Дайен рано или поздно исчезла бы из всех вселенных, а гоняться за всеми версиями самого себя из бесконечной мультивселенной просто бессмысленно. Даже если у тебя есть машина времени, ты не сможешь спасти свою жену. Этот факт настолько его расстроил, что он возненавидел концепцию путешествия во времени. Ведь такая всесильная штука, как изменение прошлого, не может помочь ему спасти жену. Скорее всего, даже создание конечной центральной кривой не спасло бы его жену от мгновенного исчезновения его жены после применения устройства Омега. И мне очень бы хотелось в будущих сезонах увидеть такую историю, как Рик, применяя машину времени, пытался раз за разом спасти свою жену, но у него ничего не получалось, в конце чего он так отчаялся, что возненавидел это. И единственное, что ему оставалось, так это отомстить тому, кто убил его жену, и постараться хоть на этот раз успокоить свою душу. Ну а если тебе понравился этот видос, помоги мне добить 2000 подписчиков. Также подписывайся на мой телеграм, пиши комментарии для того, чтобы продвинуть это видео. А я погнал!